Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Женатал. Начиная делать свою первую деревянную бочку, я столкнулся с тем, что информации по данному вопросу катастрофически мало. Если пошерстить интернет, то в принципе можно насобирать информации, которая у нас поместится на 7-8 листиках, напечатанных с одной стороны. Для общего ознакомления информации вроде бы достаточно, но если копнуть глубже, то никаких расчетов, ни информации о том, как рассчитать параметры бочки, какой угол должен быть у боковой грани деревянной клепки и многое другое. Поэтому, начиная с сегодняшнего видео, я буду вам рассказывать и подробно показывать о том, как изготовить каждый элемент деревянной бочки. Друзья, кому интересна данная информация, не забудьте подписаться на канал. Дальше будет много очень интересных видео. И в сегодняшнем видео я расскажу вам о том, какие виды бочек бывают, как рассчитать ширину клепки, как рассчитать количество клепок для остова бочки, как вычислить угол боковой грани клепки, какие нужно изготовить шаблоны. И также покажу вам две таблицы, одну из которых я сделал сам. В этой таблице указаны вместимость бочек, количество клепок, размеры шаблонов под эти клепки, также расстояние до канавки под днище, углы и так далее. Вторая таблица — это старый нормативный документ, а именно ГОСТ 8777. Я пользовался данной таблицей в начале своей бондарной деятельности, но по некоторым параметрам она меня не устраивала, так как она не полная, поэтому я дополнил несколькими столбцами с нужными данными свою таблицу. Кстати, видео об этой таблице уже было на канале, ссылочка будет в описании, там более подробно я рассказываю о всех значениях для каждой бочки. Так вот, первый вопрос, который я хочу затронуть, это размеры деревянной бочки. Как я уже сказал, размеры деревянной бочки можно взять либо же из ГОСТа, либо остановить на данном кадре, почитать, посмотреть, переписать данные значения из таблицы, определиться с объемом бочки, и для дальнейших расчетов нам необходимы в основном высота и диаметры в самой широкой части бочки, то есть в пуке, и по краям, то есть в уторе. Друзья, изготовление деревянной бочки начинается с правильного раскалывания и последующего распила бревна на заготовки под деревянную клепку. Кстати, о том, как правильно расколоть бревно и распилить на заготовки под клепку, у меня уже было видео. Ссылка будет в описании, там более подробно рассказано и показано весь этот процесс. Правильный распил подразумевает правильное направление годовых колец относительно широкой плоскости заготовки под будущую клепку. Правильное направление годовых колец — это перпендикулярное направление колец относительно широкой плоскости заготовки. При этом соководящие пути будут идти параллельно широкой плоскости и перекрываться соседней клепкой. То есть как бы запираться соседней клепкой. Таким образом жидкость не сможет у нас выйти за пределы деревянной бочки. При распиливании заготовок на деревянную клепку также необходимо выдержать, так скажем, запас на усушку. Для дуба он составляет 8-12%. Делаем заготовки чуть шире необходимого и чуть толще. Потом при высушивании лишнее мы или отрезаем, или же снимаем на рейсмусе. После распиловки заготовки под деревянную клепку необходимо правильно высушить. Для высушивания я складываю их в штабель, и они сохнут у меня под открытым небом в течение 6-12 месяцев. Чем дольше, тем лучше. Вот в таких штабелях я сушу заготовки под деревянную клепку.
Если же у вас уже есть готовая доска или какие-нибудь другие заготовки, там брус деревянный, из них вы тоже можете сделать заготовки под клепку, но опять же необходимо правильно распилить, то есть придерживаться правила радиального распила. После высушивания из таких заготовок нам необходимо сделать клепку нужной нам длины. Для бочки объемом 5-8 литров высота составляет 252 мм, то есть клепка у нас будет на 5 мм длиннее. То есть 255-257. Для своих бочек я использую высоту или длину клепки 255 мм. Так вот, после сушки нам необходимо отрезать растресканные торцы. Длина трещин зависит от условий сушки. При естественной сушке данные трещины будут довольно небольшие, и мы их отрезаем. Далее мы отмеряем необходимую длину и отрезаем вторую сторону. Таким образом делаем заготовки нужной нам длины. Итак, для того, чтобы определить ширину клепки, которую нам нужно использовать для изготовления бочонка, нам необходимо знать длину окружности. Или в самом широком месте, если дело касается вот такого бочонка, или же внизу клепки или внизу бочки, если дело касается катки. Это очередная кружка, которую я делаю, так что в принципе она будет использоваться мной в качестве примера как катка. Так вот, из данной таблицы можно увидеть, что диаметр бочки в самом широком месте, то есть в пуке, равен 254 мм. Для того, чтобы узнать диаметр окружности, нам надо 254 умножить на 3,14. Умножив данное число, мы узнаем длину окружности в самом широком месте бочки. Допустим, мы определились, что у нас будет использовано 20 клепок. Мы полученное число, то есть 254 умножим на 3,14, разделяем на 20 клепок. В результате мы получаем ширину клепки. Для бочонка объемом 6 литров ширина клепочки составляет в районе 37-38 мм. Для того, чтобы узнать количество клепок, то есть исходим от обратного, нам необходимо определить, сколько мы будем использовать клепок в деревянном бочонке. Допустим, у нас есть какие-то заготовки деревянные, у них есть определенная ширина. Допустим, ширина 40 мм. После изготовления деревянной клепки остаточная ширина данной заготовки в любом случае останется минимум 39 мм, а в лучшем случае 38. То есть берем, что у нас клепочка равна ширине 38 мм. Теперь, для того, чтобы узнать количество клепок, нам необходимо 254 умножаем на 3,14. В результате мы получаем 762 и там еще с копейками. Так вот, нам нужно это полученное число разделить на 38 мм. Ширина клепочки у нас будущей будет 38 мм. И в конечном итоге мы получим количество клепок. То есть просто разделим длину окружности на ширину будущей клепки. И в результате мы получаем количество клепок. Для того, чтобы все клепки соединились между собой, то есть между ними должен присутствовать какой-то угол. Чтобы они в итоге образовали окружность, нам нужно профрезеровать клепку под определенным углом. То есть вот клепочка самой минимальной бочки, которую я делаю. То есть если посмотреть в профиль, она имеет форму трапеции. Перевернутой трапеции. Так вот, этот угол нам необходимо вычислить.
Для того, чтобы вычислить угол боковой грани деревянной бочки, нам необходимо 360 градусов. Бочка имеет форму окружности, окружность равна 360 градусам, разделить на то количество клепок, которые мы будем использовать. То есть, если используется в основе бочки 20 клепок, то 360 делим на 20 и еще делим на 2, так как клепка имеет две стороны. В результате 360 деленное на 20 деленное на 2 будет равно 9 градусов. Итак, для такой бочки при использовании 20 клепок угол боковой грани будет равен 9 градусам. После вычисления угла нам необходимо придать клепке такую форму, чтобы впоследствии получился выпуклый бочонок. Для этого нужно профрезеровать клепку и придать ей форму ромба без вершин. При складывании таких клепок в окружность вы можете видеть, что верхняя часть смыкается, внизу у нас получаются вот такие вот зазоры. Далее при стягивании с использованием лебедки, троса или же стяжного устройства, о котором я буду говорить в следующем видео, клепка сгибается в центральной части посередине, и в результате мы получаем вот такой вот выпуклый бочонок. Как узнать разницу ширины клепки в самом широком месте и по краям? Сейчас используются довольно нехитрые цифры. То есть на этой картинке вы можете увидеть, что для клепки для катки и в клепке для бочки разница между шириной по краям и в середине составляет 8-12%. То есть при ширине, допустим, в 100 мм по краям клепка будет иметь ширину 92-88 мм. Как получить такую форму клепки? Для этого я использую вот такие шаблоны. Шаблоны сделаны из ламината. После ремонта у меня остались куски ламината, и я их использовал для изготовления шаблона. Также можно сделать из пластика, но они имеют свои недостатки. Пластик скользкий, клепочка при фрезеровке немного скользит и вызывает неудобства и неточности изготовления. Это моя, так скажем, первая проба и, наверное, последняя. То есть лучше использовать фанеру или же ламинат. Ламинат зарекомендовал себя в данной ситуации просто отлично. То есть у меня все шаблоны сделаны из ламината. Кстати, видео о полном изготовлении данного шаблона есть на канале. Ссылка будет в описании. Кто захочет изготовить себе такой шаблон, заходите и смотрите. Сейчас вкратце повторюсь. То есть основание — это лист ламината, на котором мы вырезаем профиль клепки, то есть делается ромб без вершин. А потом, чтобы сгладить угол посередине, просто наждачной бумагой немного сглаживаем данный угол. Подписчики часто спрашивают: я пытаюсь сделать шаблон, но у меня получается посередине угол и ничего не выходит. Так вот, выпиливаете лобзиком, потом наждачкой сглаживаете. И сразу скажу, есть такой хитрый способ. Берете кусочек наждачки, ложите на стол и не наждачкой, так скажем, чухаете, а самим шаблоном легонько вводим и сглаживаем угол, который образуется при использовании лобзика. Так вот, с помощью таких шаблонов я делаю бочки, начиная от 0,8 литра до 50 литров. С помощью данного шаблона мы получаем необходимую нам клепку с формой усеченного ромба. Следующий вопрос: как сделать необходимый угол боковой грани? Допустим, мы уже сделали шаблон, у нас есть заготовки необходимой ширины, мы можем сделать форму ромба без вершин, но нам необходимо сделать угол. Для этих целей я сделал фрезерное устройство из старой сломанной болгарки. Видео опять же будет на канале, будет в описании. Кому интересно, зайдите и посмотрите. Там довольно оригинальное решение, как из большой сломанной болгарки сделать
фрезер для фрезеровки боковой грани деревянной клепки. На своем самодельном фрезере я использую фрезу диаметром 20 мм, рабочая высота фрезы 40 мм, также фреза имеет обкаточный подшипник. Данная фреза у меня выставлена под 21 клепку, то есть под угол 8 градусов и 36 минут. При изменении количества клепок, соответственно, и фреза у нас будет иметь больший или меньший наклон. Вот у нас уже профрезерованная клепка. Если положить клепочку на ровную поверхность и приставить, допустим, строительный уголок в боковой грани, вот мы увидим угол боковой грани, который равен в данном случае 8 градусов и 36 минут. Для определения угла я пользуюсь вот таким вот угломером. Тут у нас выставлен показатель 8 градусов и 36 минут. Для проверки мы берем клепку и прикладываем к нашему угломеру. Вы видите, зазоров нигде нет, и у нас четко получается прилегание боковой грани и внутренней поверхности клепки, то бишь угол выставлен правильно. Если мы используем шаблон, при котором у нас клепка находится в положении наружной стороной вверх. Сейчас я закреплю клепку на шаблоне. Вот в таком положении. То у нас фреза будет находиться в положении, грубо говоря, к стене. И в таком положении будет происходить съем нижней части заготовки. И таким образом мы получаем необходимый угол. Если же используем способ фрезеровки, при котором внутренняя часть будет оставаться наверху, а наружная внизу, тогда у нас фреза должна размещаться вот так. То есть тут будет необходимый угол, и под данным углом будет идти съем материала, но уже с верхней стороны клепки. Таким образом, после расчета количества клепок, после расчета угла, которому необходимо профрезеровать боковую грань деревянной клепки, после изготовления шаблона и фрезеровки боковой грани клепки и попутно придания ей формы ромба без вершин, можно приступать к следующей операции, а именно сборке остова, чтобы получить вот такую конструкцию, и стягиванию. Друзья, как сложить клепки вот в такую вот конструкцию, используя рабочие обручи, как стянуть остов деревянной бочки, что для этого нужно, какие приспособления, я расскажу вам в следующем видео. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!